Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как сохранить витамины в пище во время приготовления и хранения? Хранение и приготовление продуктов ведут к потере большого количества ценных макро- и микроэлементов в блюде. Как готовить, чтобы сохранить витамины, и как правильно хранить некоторые виды продуктов, подробно разбираем в сегодняшнем видео. Как сохранить витамины в пище во время приготовления и хранения. Благодаря различным экспериментам с едой в 20 веке были открыты вещества, без которых не может существовать ни одно высокоорганизованное существо, включая человека – витамины. Оказалось, что эти вещества являются довольно нестойкими и разрушаются даже после короткого хранения, и не говоря уже о термической обработке продуктов, содержащих их. Вследствие этого возник следующий вопрос. Как сохранить витамины при приготовлении и хранении пищи? Хранение продуктов. Так как самым нестойким считается витамин С, то следует отметить, что при хранении продуктов в холодильной камере при температуре 5-10 градусов его количество снижается до 30% в течение первых нескольких суток, а при хранении в комнатной температуре 15-22 градуса количество этого вещества может снижаться до 50%. Необходимо предотвратить попадание дневного света на овощи зеленого цвета, так как витамины, содержащиеся там, расщепляются в течение нескольких часов. Вода и жирорастворимые витамины, особенно Е, довольно чувствительны к кислороду, вследствие чего при хранении продуктов необходимо соблюдать герметичность. Особенно это касается подсолнечного масла, которое должно храниться в закрытой и непрозрачной банке. Следующими негативными факторами хранения продуктов считаются замораживание, высушивание и длительное хранение в металлической емкости. Как, например, можно привести то, что контакт витамина С с металлом вызывает его быстрый распад. Поэтому, готовя свежие фрукты к хранению, нельзя использовать мясорубку, а необходимо толочь их только деревянной толкушкой, смешивая потом с сахаром. Как сохранить витамины в продуктах при их подготовке к приготовлению? Свежие овощи и фрукты всегда должны мыться с помощью проточной воды. Если возникает необходимость их замачивания при сильном загрязнении, то нельзя это делать более 15-20 минут, так как вода вымывает минералы и витамины с продукта. Как пример можно привести картофель. Если он длительное время находится в воде, то начинает темнеть и терять свои вкусовые качества. А это значит, что в нем происходит распад крахмала и витамина С. Особенно такая потеря ощущается при его нарезке. Известно то, что максимальное количество витаминов в овощах и фруктах находится непосредственно под их кожурой. Поэтому при чистке нужно стараться срезать ее максимально тонко. Для избегания возникновения окислительных процессов в овощах необходимо чистить и мельчить их непосредственно перед варкой. Также при разрезании фруктов и овощей возникает их ферментное расщепление, что хорошо видно на примере яблока. Поэтому эти продукты нарезаются в салат перед его употреблением. Важно отметить, что для лучшего усвоения витамина Е и А необходимо совмещать их употребление с растительным маслом. Как готовить, чтобы сохранить витамины? Следует отметить, что жарка продуктов является наиболее разрушающей витамины процедурой. Это объясняется их разрушением под действием огромной температуры, раскаленного металла и горящего жира. Такое сочетание вызывает разрушение 100% витаминов. Наиболее приемлемой термической обработкой продуктов является варка с помощью пара и запекание в духовке. Также при варке и запекании необходимо соблюдать правила. Нельзя варить продукты длительное время, то есть более 20-30 минут. Поэтому при приготовлении супа сначала варится мясо, а потом уже начинают добавлять и овощи. Необходимо запомнить, что овощи должны бросаться в кипящую воду,
которая сразу нейтрализует фермент, расщепляющий витамин С. По возможности максимально ограничить контакт кислорода с кипящей водой, что достигается путем плотного закрытия кастрюли. Варка должна происходить на среднем или маленьком огне в избегании испарений жидкости. Во время варки необходимо использовать сахар, соль или уксусную лимонную кислоты, так как последние препятствуют ферментизации полезных веществ. Во время варки многие витамины и минералы мигрируют в воду, поэтому сливать ее нельзя. Для варки желательно использовать эмалированную посуду или приспособления, изготовленные из нержавеющей стали. Разумеется, что вид самого продукта тоже влияет на его полезность, несмотря на способ его приготовления. Посмотрите, какие продукты самые вредные, и постарайтесь как можно реже их использовать. Как сохранить витамины в овощах при запекании в духовке? Для наибольшего сохранения продуктов при запекании необходимо использовать фольгу или специальный рукав. Благодаря этому овощи запекаются в собственном соку и не контактируют с жирами и металлом, что позволяет сохраниться наибольшему количеству витаминов. Следует отметить, что при запекании овощи готовятся при температуре в 200 градусов, которая позволяет сохранить до 50% всех полезных веществ. Как хранить и разогревать приготовленную пищу? При хранении приготовленной пищи витамины и минералы теряются наиболее быстро, поэтому такой процесс не должен быть длительным, максимум 2 суток. Повторное разогревание уничтожает количество витаминов примерно наполовину, поэтому это необходимо делать малыми порциями. Молочные блюда ни в коем случае нельзя повторно доводить до кипения. На этом все. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.